Привет! С вами Татьяна и канал Crochet Evolution. Я поздравляю вас с началом вашего творческого пути в моем открытом курсе для новичков. Мы пройдем этот путь вместе, от первой петельки до создания ваших первых шедевров. Сегодня мы заложим самый главный фундамент, научимся правильно держать крючок, свяжем первую цепочку и, что очень важно, разберем анатомию петли, чтобы вы могли читать любые схемы. Для обучения я рекомендую взять светлую гладкую пряжу средней толщины и подходящий крючок. У меня эта пряжа Yarnard Baby. По составу это стопроцентный акрил и в 50 граммах 150 метров. А крючок я взяла номер 3. Забегу немного наперед и посоветую, если в процессе вязания у вас косичка будет слишком затянута, тогда возьмите крючок немного большего размера. Если наоборот слишком большие петли получаются, тогда можно взять крючок меньшего размера, например 2,5 или 2. На светлой нити вам будет лучше видно структуру и глаза не будут уставать. Готовы? Начинаем. Очень часто на просторах интернета можно встретить вопрос или дискуссии по поводу того, как же правильно держать крючок. Мое мнение по этому поводу. Правильность, она у каждого своя. Нету однозначного ответа. Раньше, когда я только начинала вязать, я держала крючок вот таким образом и вязала. Но спустя время я переучилась и теперь держу крючок только так. Лично мой опыт: при вот таком положении рука у меня меньше устает. То есть здесь шла большая нагрузка на кисть. Это только мой опыт. Сейчас я могу вязать часами, и рука у меня не устает абсолютно. И, конечно же, здесь все дело в опыте, в навыке, но это лично мой опыт. Пробуйте, выбирайте, как для вас будет лучше, удобнее. Сейчас я покажу вам два способа, хотя их гораздо больше, для набора начальной петли. Первый способ, он легче. Берем нить, складываем петелькой вот таким образом. И вот эту длинную часть, которая идет к мотку пряжи, мы продеваем вот сюда, в середину. И затягиваем. Начальная петля готова. Покажу еще раз. Складываем. И снизу вот сюда, в середину. Подтягиваем. Начальная петля готова. Второй способ. Беру нить вот таким образом, продевая через указательный палец. Вставляю крючок справа налево, проворачиваю его против часовой стрелки, придерживая большим пальцем вот этот короткий хвостик. На крючке образовалась вот такая петелька. Теперь подхватываю длинную нить и, придерживая большим пальцем, продеваем сюда внутрь и подтягиваем. Начальная петля готова. Сейчас покажу еще раз. Держим нить, проворачиваем
и продеваем, подтягиваем. Это начальная петля. Теперь приступим к вязанию самой воздушной цепочки или цепочки из воздушных петель, как ее еще называют. Заводим крючок под нить, придерживая большим пальцем вот этот коротенький хвост, и регулируем натяжение нити мизинцем. Продеваем. Снова заводим крючок под нитью, продеваем. Продолжаем таким образом набирать необходимое количество петель. Самое главное здесь: не затягивайте петли слишком туго. Крючок должен свободно ходить внутри петли. Расслабьте руку. Продолжаем. 1, 2, 3. Продолжаем вязать. Прочувствуйте ритм, натяжение нити. Вот так получается. А теперь давайте остановимся и посмотрим, из чего состоит наша косичка. Понимание анатомии – это ключ к сложным узорам. Посмотрите на петлю сверху. Она напоминает галочку или сердечко. У нее есть передняя полупетля. Это ниточка, которая находится ближе к вам. Есть задняя полупетля. Это ниточка, которая находится дальше от вас. То есть вот здесь идут передние полупетли, ряд. С другой стороны задние полупетли, ряд. Развернем ее. Видите, вот такие бугорки. Они называются перемычками или в английском языке back bump. В будущем мы иногда будем вязать именно за нее, чтобы получить красивый ровный край изделия. Давайте провяжем цепочку еще раз. Начинайте так, как вам удобно. Начальную петлю набрали. Кстати, она не считается в расчетах, не учитывается. Поэтому после начальной петли уже начинаем считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И посчитаем с вами. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть 6 провязанных петель. Петля на крючке не учитывается в расчетах. Теперь ваше первое задание. Чтобы пальцы запомнили движение и натяжение нити стало идеальным, вам нужно натренировать память рук. Свяжите цепочку длиной ровно 1 метр. В качестве нашего с вами энергообмена напишите в комментариях под видео: «Мой первый метр готов», когда закончите. Мне будет очень приятно видеть ваш успех и знать, что вы со мной. Вы большие молодцы! Первый шаг в новый цикл сделан. Благодарю вас за доверие. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий урок, где мы научимся вязать столбики без накида. До встречи! Пока-пока!